Вы когда-нибудь отправлялись в полночь в лес, чтобы подняться на гору и встретить с нее восход солнца? Я – нет. Поэтому, когда представился такой шанс, я решил его не упускать. В этом видео я расскажу вам о своем восхождении на Бабью гору, высшую точку горного массива Западные Бескиды в Карпатах, которая расположена на границе Польши и Словакии высотой 1725 метров. О том, что я приму участие в восхождении, я узнал днем. Все, что мне было известно об этом месте, что гора находится недалеко от Кракова и подъем не потребует специальных навыков и оборудования. Тем не менее, пришлось немного обновить туристический гардероб и купить фонарики. За покупками и сборами вечер прошел быстро, и вот я уже стою на парковке и жду коллег. Пока есть время, принимаю решение немного почитать о месте, в которое собираюсь отправиться. Оказывается, с названием Бабья Гура связано несколько легенд. В одной из них говорится, что это превращенная в камень фигура женщины, которая ждала своего любовника-разбойника на перевале Кровярка. Когда она увидела грабителей, несущих его тело, она окаменела от горя. По другой легенде, это груда камней, насыпанная гигантской женщиной. А еще одна легенда объясняет название тем, что грабители держали своих пленниц в пещерах Бабьей горы. За свою высоту Бабья Гура называется царицей Бескидов, а из-за часто меняющихся погодных условий – капризной и матерью непогоды. Люди, жившие в далекие времена в окрестных селениях, утверждали, что Бабья гора была местом сборища ведьм по субботам. Тем временем приехала машина, и мы выдвинулись. Что-то рассказать про дорогу не могу, потому что было темно и ничего разглядеть за окном не представлялось возможным. Зато я узнал, что Бабья гора впервые была упомянута в хрониках польского летописца 15 века. На карту эту гору нанесли только в 16 веке, а посещать ее с целью активного отдыха люди начали еще в 19 веке. Путь автомобилем от Кракова до парковки занимает примерно 1,5 часа и составляет приблизительно 90 километров. Несмотря на поздний час, на парковке было много машин, а я-то наивно предполагал, что восхождение ночью мы совершим в гордом одиночестве. Надев куртки, мы начали восхождение. Прямо от паркинга на гору ведет дорога, выложенная камнем и окаймленная бревнами. В самом начале пути было прохладно, но вскоре, несмотря на то, что гора довольно пологая, пот уже градом лился со лба на холодные камни. Говоря себе, что надо чаще посещать спортзал, я старался не отставать от нашего проводника. По обе стороны от тропы простирался густой лес. Людей было много, некоторые шли в больших организованных группах. Периодически мы останавливались отдохнуть на оборудованных ограждением и скамейками смотровых площадках, с которых из-за темного времени суток можно было только посмотреть на огоньки, расположенных в долинах деревень. Как я потом узнал, Бабья гора является частью длинного хребта и сама включает в себя несколько вершин. Соколица – самая низкая из них, затем были Кенпа и Гувняк. Постепенно растительность менялась. Сразу после Соколицы пропали высокие деревья и начались густые кусты сосны горной, которые становились все более редкими после Кенпы. Ближе к вершине Гувняк практически пропали и они. Самая верхняя точка Бабьей горы известна также как Дьяблак. На подходе к ней на мне было одето все, что было с собой, и я очень порадовался, что взял и куртку, и кофту, и головной убор. Вершина горы – это продуваемое всеми ветрами место, где ничего не растет. Было очень холодно. Помимо множества туристов, можно увидеть стену, построенную из камня, чтобы защищать людей от ветра, и установленный в честь римского папы Иоанна Павла II обелиск. Его построили на деньги жителей 4 словацких деревень возле Бабьей горы, в память о паломничестве папы в Словакию. На этом осмотр вершины закончился, и, выбрав себе место, мы перекусили и принялись ждать восход солнца. Все окрестные пейзажи были укрыты темнотой, и лишь свет звезд и фонариков нарушал ее покров. Казалось, с каждой минутой становилось все холоднее. Как же здесь зимой?
Несчастные случаи на горе чаще всего случаются именно в эту пору. Место расположения горы, высота вершины и отсутствие рядом других таких же высоких гор приводит к резким перепадам температур и постоянным ветрам. У ее подножья зимняя погода может сильно отличаться от погоды на самой вершине. Зимой вас здесь ожидают настоящие морозы и метели. Мой коллега, который был здесь в это время года, сказал, что часто видимость не превышает и пары метров. В таких условиях можно легко сойти с тропы, потерять направление и, провалившись в глубокий снег, замерзнуть. Пока я размышлял, трясясь от холода, о том, какая же зима в этих горах, становилось все светлее. Уже можно было рассмотреть очертания гор над долиной, покрытой дымкой тумана. Из этого белого моря у самого горизонта стало подниматься солнце. Поначалу бледный, едва различимый краешек, затем и весь шар появился из утренней мглы. Поднимаясь все выше, он разгорался все сильнее, начиная новый прекрасный день. Пришло время возвращаться назад. Обратно мы отправились другой дорогой, через Бабьегурский национальный парк, который был основан в 1954 году. Спуск оказался ничуть не легче подъема. Почти все время приходилось перешагивать или перепрыгивать с камня на камень. Если соберетесь сюда, обязательно оденьте удобную обувь. Далее горная тропинка сменилась тихой лесной дорогой. Ветер больше не шумел в ушах. Ему на смену пришли пение птиц в кронах высоких елей и жужжание насекомых в лесной траве. Появилась возможность пообщаться друг с другом и вспомнить события минувшей ночи. Усталость разливалась в теле по мере того, как солнечный свет разливался по округе. Ночь без сна и восхождения давали о себе знать, организм настоятельно требовал отдыха. Вернувшись домой, выспавшись, я посмотрел фотографии и видео. На смену усталости пришли радость от чудесного похода и желание вернуться сюда еще раз. Если понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте выражать свое мнение и задавать вопросы в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!